Забудьте обо всех привычных археологических находках, ведь то, что сейчас происходит возле древнего храма Тапосирис Магна неподалеку от Александрии, буквально заставляет человечество затаить дыхание. Это не очередной проход в старинные руины, не еще один артефакт прошлого, привычный для исследователей. Все гораздо масштабнее. У ученых появилась уверенность, что они натолкнулись на нечто по-настоящему невероятное. Возможно, на легендарное место упокоения самой Клеопатры VII, последней царицы Египта, чье имя навсегда вписано в историю. Более 2000 лет тысячелетия скрывали ее гробницу от человеческих глаз, превращая ее в одну из самых желанных и непостижимых загадок мировой науки. И теперь, когда поиски, длившиеся десятилетия, наконец приблизились к развязке, ощущение тайны только усиливается. Но самое удивительное, то, что было найдено внутри предварительных помещений, вызвало не только восхищение исследователей, но и серьезную тревогу, достигшую уровня международного беспокойства. Прежде чем перейти к главным подробностям, попросим вас о небольшой поддержке. Ваш лайк и подписка помогут нам продолжать рассказывать о самых поразительных открытиях. Огромное спасибо! Необычные материалы, древние токсичные соединения и аномальные биологические следы заставляют предположить, что перед нами не просто заурядное место древнего погребения. Возможно, это некая особая временная капсула, хранящая то, что, по замыслу ее создателей, никогда не должно было оказаться на поверхности. Ученые уже проникли в первый отсек, который, по их словам, полностью изменил привычные представления об архитектуре египетских храмов. Но то, что открылось за следующими дверями, потрясло мир до глубины души. На протяжении более 2000 лет вопрос о месте последнего упокоения Клеопатры VII, последней законной правительницы древнеегипетского государства, и ее возлюбленного, римского полководца Марка Антония, оставался одной из самых запутанных исторических загадок. Эти выдающиеся личности, чья связь и трагическая гибель повлияли на судьбу целых империй, ушли из жизни в 30-м году до нашей эры. Их смерть стала символическим завершением династии Птолемеев и обозначила потерю Египтом независимости. Античные хронисты, такие как Плутарх и Светоний, писавшие спустя десятилетия, подробно описывали обстоятельства гибели знаменитой пары. Антоний, пораженный и отчаявшийся, пал на свой меч, а Клеопатра, согласно легенде, приняла смерть от укуса царственной кобры, аспида, символа власти фараонов. Древние источники утверждали, что их похоронили вместе, в гробнице, достойной их положения. Но самая большая загадка заключалась в том, что точное местоположение этого захоронения никогда не было официально зафиксировано. Хотя сам Октавиан, будущий император Август, позволил осуществить погребение, считалось, что гробница должна быть исключительной по роскоши и расположена либо вблизи, либо непосредственно внутри храма Исиды, богини материнства, магии и защиты. Клеопатра, которую почитали как земное воплощение Исиды, сама возводила храмы в ее честь. Однако время не пощадило город, в котором правила царица. Александрия, один из величайших центров античной цивилизации, пережила разрушительные землетрясения, опустошительные цунами и постоянное наступление Средиземного моря. За столетия воды буквально поглотили королевские районы и множество священных построек, оставив лишь следы былого величия. Они скрыли под толщей песка и соленой воды дворцовые комплексы, легендарную библиотеку и, вероятно, большие фрагменты истории, связанные с правлением Клеопатры. И так гробница царицы на долгие века превратилась в неуловимую легенду, в пустой шепот, который перекочевывал из одной древней хроники в другую.
Каждый потерянный камень, каждая разрушенная надпись были не более чем хрупкими намеками на то, что однажды существовало. Монеты с изображением Клеопатры, фрагменты статуй, обломки архитектурных деталей — все это было лишь крошечными кусочками гигантской мозаики, которую никто не мог собрать. И так продолжалось поколениями. Исследователи, историки, морские археологи и даже охотники за сокровищами снова и снова отправлялись на поиски, которые неизменно заканчивались неудачей. Ни одного убедительного доказательства, ни саркофага, ни подписей, ни камер с царскими останками найдено не было. Но в последние десятилетия все изменилось. Сочетание новейших технологий и возрастающего интереса к подводной археологии вдохнуло новую надежду в многовековые поиски. Методы гидролокации, подводного картирования, геофизических исследований и глубоководных раскопок позволили исследовать те территории, которые раньше считались недоступными, и дали шанс добраться до тайн, погребенных под водой. Первым, кто значительно продвинулся в этом направлении, стал французский морской археолог Франк Годио. Его экспедиции в конце XX века в акватории Древней Александрии практически переписали карту подводного города. Используя передовые технологии, внимательный анализ рельефа и сложные дайверские операции, Годио обнаружил огромные колонны, массивные архитектурные блоки, изящно вырезанные статуи, а также множество артефактов. Среди них монеты с изображениями представителей династии Птолемеев и предметы культового назначения. Эти находки стали сенсацией, ведь они позволили точно определить местоположение частей дворца Клеопатры и огромного храма Исиды, игравшего важнейшую роль в религиозной жизни Птолемеев. Подводные руины, веками скрытые под толщей моря, ожили, раскрывая отдельные детали величия династии, которая когда-то правила Египтом, и свидетельствуя о культурном богатстве, которое древняя Александрия хранила в своих стенах. Но, несмотря на впечатляющие открытия, главное так и не было найдено. Ни погребальных камер, ни следов царского захоронения на месте дворцового комплекса обнаружено не было. Это стало свидетельством того, что гробница Клеопатры и Марка Антония вряд ли расположены в затопленных королевских кварталах. Именно поэтому исследователи, поняв, что подводные руины не дали ответа, обратили внимание на сушу, на разрушенные временем храмы и некрополи, которые все еще сохранялись за пределами современных городских районов Александрии. Эти места, хотя и пострадавшие от природных процессов и человеческой деятельности, все еще могли содержать ключ к разгадке. Ученые заново анализировали древние тексты греческих и римских авторов, таких как Диодор Сицилийский и Страбон. Те описывали храмовые комплексы, расположенные к западу от Александрии, и связывали их с культом Исиды, который, как известно, был особенно значим для самой Клеопатры. Однако задача усложнялась тем, что карта Александрии менялась на протяжении веков. Землетрясения смещали береговые линии, вода поглощала целые участки, а названия районов терялись или изменялись. Поэтому даже самые подробные древние описания получались двусмысленными, разрозненными и не давали уверенности. Все это превращало поиск в настоящую историческую головоломку. Местонахождение гробницы царицы, словно сама ее судьба, растворялось в тумане легенд, переосмыслений и ошибок переписчиков. Но с каждым технологическим рывком, с каждым новым методом исследования, казалось, сама история дает шанс приблизиться к разгадке. Открытие затонувшего храма Исиды стало лишь первым шагом, и постепенно внимание археологов переключилось на наземные комплексы. И вот тогда на горизонте появился храм Тапосирис-Магна, место, чье имя в переводе означает «Великая гробница Осириса»,
и звучит как отголосок древних мифов. Этот огромный храмовый комплекс, расположенный примерно в 45 километрах к юго-западу от Александрии, был возведен во времена правления Птолемея II Филадельфа, монарха, стремившегося объединить греческие и египетские религиозные традиции в едином сакральном пространстве. Несмотря на свое величие, Тапос Эрисмагна долгое время считался исключительно местом религиозных ритуалов и служения божествам, но никак не царским некрополем. Египетских правителей хоронили в других местах — в долине царей или в монументальных пирамидах, вдали от действующих храмов. Поэтому мысль, что в Тапосирис Магна может находиться гробница Клеопатры, долгое время казалась ученым маловероятной. Ситуация изменилась, когда доминиканский археолог доктор Кэтлин Мартинес, посвятившая годы изучению Клеопатры, выдвинула смелую и нетривиальную гипотезу. Она предположила, что Клеопатра могла намеренно выбрать место захоронения, символически связанное с мифом об Исиде и Осирисе, ведь она стремилась предстать в образе живой богини. В мифе Исида прячет тело Осириса от Сета в секретной гробнице, обеспечивая ему возрождение. Мартинес сделала вывод. Если Клеопатра стремилась соединить свою судьбу с образом Исиды, она могла выбрать именно такое место, которое отражало бы этот миф и скрывало бы ее останки, подобно тому, как Исида скрыла тело Осириса. Именно так Тапосирис Магна стал новым эпицентром поисков, местом, где реальность переплелась с мифологией на удивительно логичном уровне. Начав раскопки в 2005 году, Кэтлин Мартинес вместе с командой постепенно обнаружила под Тапосирис Магна разветвленную подземную сеть — шахты, коридоры и отдельные погребальные ниши, скрытые под поверхностными руинами. В этих помещениях находили статуи Птолемеев, предметы культа, маски, амулеты и особенно много монет с изображением Клеопатры, что указывало на значимую связь царицы с этим храмом. Однако, несмотря на многочисленные находки, сама гробница Клеопатры оставалась невидимой, будто намеренно скрытой под толщей веков. Место было изранено грабежами, землетрясениями и временем, но все же в глубине оставалось что-то, что, казалось, никто не должен был обнаружить. К 2022 году, благодаря георадару и трехмерной сейсмической съемке, под храмом выявили аномальную структуру, невероятно длинный, около 1300 метров, туннель, высеченный в скале. Он поражал точностью исполнения и конструкцией, напоминающей античные греческие акведуки, будто его создавали для особого ритуального или защитного назначения. Проход был частью сложного подземного комплекса и явно имел сакральный смысл. Но путь по нему оказался опасным. Подземные воды частично затопили коридор, стены были ослаблены древними подвижками грунта, и каждый шаг таил риск обрушения. Тем не менее, археологи продолжали продвигаться вперед, убежденные, что именно этот туннель может привести к главной тайне, скрытой под храмом. В конце длинного подземного туннеля археологи вышли к закрытому проходу, камни которого были почерневшими, будто когда-то подверглись сильному огню. Атмосфера резко менялась. Воздух становился тяжелым, приборы начинали давать сбои, а свет фонарей будто тускнел. Эти странные условия намекали, что за стеной скрывается нечто долгое время остававшееся изолированным. Из-за опасности обвала работы временно приостановили, но новость о находке быстро стала достоянием научного сообщества и прессы, максимально усилив давление на команду. Раскопки продолжались, и вскоре коридор, получивший название «Пути Осириса», начал раскрывать свои тайны. Вдоль его стен открывались десятки погребальных камер с прекрасно сохранившимися мумиями, украшенными льняными повязками и остатками позолоты. Особо выделялась мумия со скоробеем,
из чистого золота на груди, символом вечной защиты. Внутри встречались монеты с портретом Клеопатры, статуи Птолемея XII и надписи, прославляющие Осириса и идею Возрождения. В одной камере стояли два саркофага рядом, а на каменной плите рядом была выгравирована загадочная надпись. «Та, что идет с Исидой, и тот, что пал от клинка», словно тонкий намек на судьбу Клеопатры и Марка Антония. Тем временем сейсмические датчики начали фиксировать слабые ритмичные вибрации, исходящие из глубины запечатанной камеры. Они не походили на обычные тектонические колебания и заинтриговали инженеров и геологов. Эти странные пульсации усиливали ощущение, что под землей скрывается что-то, тщательно укрытое древними жрецами. Параллельно археологи нашли обсидиановую плиту с изображением Исиды и Осириса в объятиях, а под ними — предупреждение: «Не тревожьте влюбленных, спящих в тишине, их союз хранит равновесие». Рядом лежала оплавленная золотая табличка с именами Клеопатра, Теа, Филопатор и Маркус Антониус, выбитыми на латыни и греческом. А перед самой камерой стояла массивная стена из гранита и свинца, словно сплавленных воедино древним огнем. Решение о вскрытии стало не просто археологическим вопросом, но делом политической, религиозной и этической важности. На место прибыли военные, усилили охрану, отключили связь вокруг объекта, подчеркивая необычную серьезность ситуации и возможные последствия открытия. Когда специалисты наконец пробили массивную гранитно-свинцовую стену, перед ними открылась запечатанная камера, скрытая под многовековыми слоями породы и отложений. Внутреннее помещение оказалось удивительно хорошо изолированным, словно его намеренно создавали для абсолютной герметичности. В центре комнаты стоял монолитный саркофаг из угольно-черного гранита, настолько плотного и темного, что он почти не отражал свет. Никаких надписей, украшений или символов, лишь идеально ровная гладкая поверхность, будто созданная неизвестной древней технологией. Первичное сканирование показало странное тепловое отклонение. При стабильной температуре камеры около 22 градусов сам саркофаг устойчиво демонстрировал около 29, будто внутри сохранялось тепло неизвестного происхождения. Пробы воздуха из помещения содержали аномальные концентрации ртути, следы мышьяка и киновари, веществ, которые в древности использовали при бальзамировании, но никогда в таких количествах. Почва вокруг саркофага показала загрязнение свинцом и редкими минералами, что намекало на метод искусственной консервации, о котором современная египтология не знала. Когда саркофаг вскрыли, внутри нашли две удивительно хорошо сохранившиеся мумии. Первая, женская, обладала чертами, характерными для эллинистической знати Птолемеев, включая слегка удлиненный череп. Радиоуглеродный анализ указал на период, совпадающий с приблизительной датой смерти Клеопатры. Вторая мумия, мужская, имела выраженные римские анатомические особенности и такую же временную метку. Между двумя телами находился тяжелый бронзовый цилиндр, покрытый следами окисления, но остававшийся герметичным. Он был украшен редкими минералами, которые обычно встречались в областях вулканической активности Средиземноморья, особенно в Южной Италии. Рентгеновские снимки внутри цилиндра показали странные органические структуры неправильной формы, которые, по словам специалистов, медленно смещались, будто реагировали на внешние условия. Цилиндр немедленно отправили в закрытую лабораторию Каирского центра, где начались сложные МРТ и нейтронные исследования. Результаты удивили ученых. Внутри фиксировались небольшие температурные колебания и слабые электромагнитные импульсы, которые невозможно было объяснить простой химической реакцией или механическим эффектом.
Некоторые специалисты предположили, что внутри может находиться древний биологический материал, созданный для длительного хранения с использованием ртути и киновари как естественных консерваторов. Когда цилиндр был доставлен в лабораторию, специалисты столкнулись с неожиданными трудностями. Приборы фиксировали слабые, нерегулярные импульсы, которые не соответствовали ни химической, ни механической активности. Параллельно на месте раскопок начали проявляться тревожные симптомы среди части команды: сухой кашель, головокружение, сильная усталость. Медики сначала списывали это на пыль, стресс и недостаток кислорода в тоннелях, но последующие анализы воздуха изменили все. В пробах обнаружили неизвестные бактериальные споры, способные выживать без кислорода в токсичной среде с высокой концентрацией ртути. Эти микроорганизмы, судя по всему, были запечатаны вместе с саркофагом тысячи лет и оставались в анабиозе, пока их не потревожили. Хуже всего было то, что некоторые из них оказались устойчивыми к нескольким основным антибиотикам, а их структура не соответствовала известным образцам. Эту информацию немедленно передали в закрытые лаборатории, после чего доступ к раскопкам был ограничен, территорию перекрыли, связь в периметре блокировали, а у входа установили дополнительную охрану. Официально это объяснялось мерой предосторожности, но внутри научного сообщества стало ясно: находка может представлять не только историческую ценность, но и биологическую опасность. Тем временем исследования цилиндра продолжались. Новые сканы показывали органические структуры внутри, которые реагировали на температуру и электромагнитные поля, будто сохраняли признаки остаточной активности. Ученые выдвигали различные предположения, от древних опытов по бальзамированию до попытки создать некое хранилище биоматериалов, использующее ртуть и киноварь как консерванты. Но все гипотезы упирались в то, что подобных техник в известной истории просто не существовало. Вокруг объекта нарастала секретность. Военные контролировали доступ, правительства требовали отчетов, а СМИ взрывались догадками о том, что найдено под храмом. Это уже не выглядело как обычное археологическое открытие, скорее как случай, задевающий границы между древней практикой, биологией и технологиями, давно утраченными или неизвестными. И хотя официальных заявлений не поступало, специалисты, участвующие в исследовании, осторожно допускали: если цилиндр действительно создан с целью сохранить биологический материал, то он представляет собой уникальный, возможно, беспрецедентный артефакт, своего рода древний контейнер жизни, переживший 2000 лет в полной изоляции. Мир замер в ожидании, ведь то, что лежало под Топосирис Магна, могло не только изменить наше понимание истории, смерти и ритуалов древних цивилизаций, но и открыть опасные двери, которые, возможно, никогда не должны были быть открыты. И остается главный вопрос. То, что нашли под землей, это величайшее открытие археологии или древняя угроза, которую следовало бы оставить погребенной навсегда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.